Привет, друзья! Сегодня мы опять в церкви. Я хочу вас познакомить с ведущим, так скажем, участником музыкальной группы. Тот, кто играет на гитаре, на электронной гитаре, на бас-гитаре. Джоэл! Привет, друзья! Сегодня мы начинаем новое видео. Сегодня мы пригласили Джоэл на мое видео, и в то же время Джоэл пригласил меня в церковь. Так что мы, получается, пригласили друг друга для реакции на две песни SOS и Fly Away. Джоэл, представьтесь, пожалуйста. Хорошо. Да. Так что я на самом деле уроженец Сан-Франциско. Я родился и вырос здесь, в районе залива Сан-Франциско. Я вырос в очень традиционной филиппинской семье. В каком-то смысле мы все познакомились с музыкой в очень-очень молодом возрасте. Я все еще был здесь, прежде чем мы попали сегодня на вашу камеру. Начал петь в хоре, когда мне было 3 года, так что я много делал музыку. Вот немного вроде прошло времени, а мне уже 36, так что более 30 с лишним лет моей жизни я занимаюсь музыкой. Я ходил в среднюю школу, здесь я учился. Так, забавно, на самом деле у меня степень бакалавра в области компьютерных наук, и у меня есть степень магистра в богословии. Если вы смотрели Дэвида Буша, имеется в виду пастор Дэвид, вы его знаете, видео у вас было на канале раньше. На самом деле мы ходили в одну и ту же школу-семинарии. Музыка и искусство мне нравятся. Итак, подытоживая, можно сказать, я всегда был своего рода конвергенцией искусства и технологий. Поэтому я всегда был певцом, музыкантом. В настоящее время я в церкви, технический директор, поэтому я наблюдаю за всеми техническими вещами, которые вы видели. Я вроде люблю искусство, и я люблю технологии, и все эти разные вещи, и просто вроде того, как вы можете использовать оба в художественном ключе. Вы из Филиппин. Да, вы говорили о том, что ваша семья приехала в Америку из Филиппин. Почему у меня возник этот вопрос? Потому что, вы знаете, у нашего Димаша в репертуаре музыка международная. У меня назначена встреча с Саней. Саней из Китая, и в репертуаре у Димаша тоже есть китайские песни. Так что, может быть, если вы будете готовы к другому видео, у нас будет другая реакция еще. Да, конечно. Джоэл, обещаете? Так что, друзья, давайте начинать слушать песни Димаша и делать реакцию.
My wife's like, what did you Расскажите о вашей реакции. Производство и музыкальная сторона, просто в целом весь визуальный аспект этого видео был потрясающим. Как и вся группа музыкальная, потрясающая. Весь свет и фон, вся постановка была впечатляющей. Только этот вокальный диапазон – это просто безумие. Я думаю, пастор Дэвид видел все эти технические штуки. Все в следующих технических деталях. Как он переключается, это все похоже на шахматный голос. Начинает прямо с фальцета и возвращается вниз. И как будто он начинает оперу, а потом просто поп. Здесь просто присутствуют разные стили и музыки, и голоса. Невероятно. Это так сложно сделать. Это сложно чисто с технической точки зрения. Мой диапазон только здесь. Он может сделать очень низкие и в то же время супер высокие ноты, как оперные ноты. Но это действительно невероятно смотреть. Он на самом деле делает все потрясающе. А как насчет французского языка? Я действительно люблю французский язык. Один из моих любимых жанров джаза – французский джаз. Французы делают это так, я не уверен, что это технически в их музыкальном стиле. Я люблю слушать французский язык, но я также люблю слушать, как они играют. Французский джаз отличается. Во французском джазе, например, используют аккордеон и скрипку. Все эти разные инструменты дают такой неповторимый звук. Я люблю этот звук. Вот причина, почему мне всегда нравилось слушать французский. Просто как язык, особенно когда это так. Я пел французский джаз раньше, так что это действительно красивый язык. Так что французский язык – это просто плюс. Вы знаете, мой вопрос о том, что ты вроде работаешь в церкви. Это песня о парне, который обращается к Вселенной с мольбой о спасении, я имею в виду. Пожалуйста, помоги мне. Он просто просит, пожалуйста, дай нам продолжить жить Вселенная. Все это связано еще с окружающей средой. Мне было бы интересно, каков конкретный контекст песни. Слова такие, как будто он стоит на коленях, почти как будто молитва звучит. Как будто он пытается поговорить с Богом или что-то в этом роде. Когда это определенно похоже на основной мотив. Я думаю, это видно, особенно если смотреть на интенсивность песни. Как определенно есть что-то вроде этого, как крик, как внутренний крик, плач. Кто бы ни был, мне кажется, он похож на того, кто это написал, и я думаю, что он очень хорошо это выражает в песне. Я обратила внимание на твое лицо. Тебе все это нравится, вроде как ты внутри этой песни, и ты чувствуешь себя внутри. Я все это очень хорошо понимаю, особенно сейчас, когда я занимаюсь производством музыки. Знаешь, как много нужно работать, потому что, как я уже сказал, это также музыка плюс все, что нужно специально для этого видео. Просто музыка плюс все остальное вокруг. Как удивительно, это просто заставило меня быть счастливым. Я имею в виду, что это очень грустная песня, но с точки зрения музыканта есть много того, что действительно нравится. Это очень тяжелая работа. Нужно работать каждый день. Ты понимаешь, потому что ты тоже музыкант. Да, и я делаю много моих вокальных упражнений. Я больше этого не делаю сейчас. Я не работаю над голосом так много, как раньше. Я могу себе представить, сколько практической работы он выполняет для того, чтобы делать то, что он делает. Сколько вокальной работой занимается. Я имею в виду, что он делает это действительно хорошо. На это требуется много лет и десятилетий практики, чтобы добраться до этого уровня. Вы знаете, ваша реакция прекрасна. Может быть, сегодня вы сделаете еще реакции на другие песни, на джазовую композицию, вернее, джазовые элементы в песне, потому что Димаш имеет в своем репертуаре джазовую музыку также. О, действительно? Какая музыка? Песни типа Майкла Бубли? Это песня на русском языке. Там есть очень высокие ноты. Так что я покажу тебе эту песню.